Привет, друзья! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. И в этом видео я поделюсь с вами рецептом этого вкуснейшего пирога с творожной начинкой, ликером амаретто, шоколадными каплями и миндальным печеньем. Это один из самых моих любимых пирогов. И я уверена, что многие из вас еще такой не пробовали. Так что, кому интересно, пойдемте готовить его вместе со мной. И для этого рецепта нам понадобится 2 яйца, 200 грамм сахара, 100 грамм растопленного сливочного масла, пакетик разрыхлителя, это 15 грамм, и мука. И еще нам понадобится упаковка миндального печенья Амаретти. Кто не знает, я вам покажу поближе, как они выглядят. И еще нам понадобится ликер амаретто. У меня ликер Дизаронно, у него такой же миндальный вкус. Ну и приступим. Сначала, как всегда, смешиваю яйца с сахаром. И хорошенько перемешиваю венчиком. Затем добавляю растопленное сливочное масло, охлажденное. Затем добавляю разрыхлитель и перемешиваю. Муку добавляю постепенно. В конце тесто замешиваю руками. Муку добавляю на глаз, пока не получится вот такое мягенькое тесто. Затем беру форму для выпекания и на дно стелю пергаментную бумагу. А края я уже смазала сливочным маслом и присыпала мукой. А сейчас тесто делю на 2 части, одну побольше и одну немного поменьше. Меньшую часть накрываю пленкой и убираю в холодильник, а большую часть выкладываю в форму. И постепенно, равномерно распределяю по всей форме. Кстати, моя форма диаметром 30 сантиметров. Края формирую как можно повыше, чтобы поместить всю нашу начинку. Вот и готово. Видите, какие высокие края я сформировала? А теперь перейдем к начинке. Для начинки нам понадобится 500 грамм рикотты. У меня 2 упаковочки по 250 грамм. Дальше добавим 3 столовые ложки сахара. Я, когда готовлю для себя, добавляю меньше сахара, ориентируйтесь на свой вкус. И хорошенько перемешиваю. Дальше нам понадобятся шоколадные капли. Вместо шоколадных капель можете измельчить шоколадную плитку на мелкие кусочки. Их нужно 150 грамм. Для фанатов шоколадного вкуса советую добавлять все 150 грамм, но количество шоколадных капель также можно уменьшить. Ориентируйтесь, как всегда, на ваш вкус. Вот такая начинка у нас получилась. Ну а теперь пирог заполняем приготовленной начинкой. И хорошенько распределяем по всей поверхности. Распределили, а теперь приступим к следующему этапу. В одну пиалку наливаю ликер.
а в другую насыпаю печенье. А теперь печенье обмакиваю в ликере и выкладываю по кругу нашего пирога. Таким образом нам нужно заполнить всю поверхность. Не спешите, подержите немного печенья в ликере, так печенье лучше пропитается и получится более насыщенный вкус. Выкладываем одно возле другого, вот таким вот образом. Выложили, а теперь часть теста, которую мы убирали в холодильник, раскатываем на пергаментной бумаге. Если нужно, присыпаем немного мукой. Стараемся раскатать ровненько под диаметр нашей формы. Можете выложить форму сверху и вырезать, или подобрать тарелку такого диаметра. После того, как раскатали, советую убрать в холодильник на 10-15 минут, иначе у вас не получится выложить его ровно сверху. Тесто очень мягкое. В холодильнике тесто немного затвердеет и будет намного проще это сделать. Выравниваю немного руками. И за счет того, что мы выкладывали печенье снизу, у пирога получается вот такая интересная рельефная поверхность. А теперь беру вилочку и слегка приминаю края. Таким образом мы запечатаем края пирога. И еще это придаст легкий узор нашему пирогу. Видите, как получилось все ровненько? Ну а теперь можно и отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю 30 минут. Как всегда, проверяйте на готовность деревянной палочкой. Ну вот и готово. Даю пирогу немного остыть и сверху посыпаю сахарной пудрой. И вот такой вкуснейший пирог у нас получился. Песочное ароматное тесто, а сочетание нежного творога, шоколада, миндального печенья и ликера – это просто супер. Давайте покажу и в разрезе. Посмотрите, какой он аппетитный. Пирог с такой начинкой непременно покорит вас с первого кусочка. Это очень вкусно. Я думаю, все должны его попробовать, а особенно те, кто любит творожную начинку. Спасибо вам, что провели это время со мной. Ставьте лайки и пишите комментарии. Очень приятно получать обратную связь. И не забудьте подписаться, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!